Всем привет! Тренировочная неделя номер 7. Эту неделю мы запишем в зале национальной сборной, в которой тренируется кадетская и юниорская команда. Этот зал был построен в 2014 году, насчитывая 16 помостов, современное оборудование и инвентарь. Тренировочная неделя номер 7 состоит у нас написана по классической модели, в которой второстепенные упражнения уходят уже на второй план и остаются классические такие как рывок и толчок. Как любил говорить мой тренер, для того, чтобы рвать, нужно рвать, для того, чтобы толкать, нужно толкать. Поэтому на этой неделе мы этим и займемся. Переходим к первой тренировке. Мы начинаем новый тренировочный проект Тарахти Ган. Проект рассчитан на 8 недель, каждая из которых будет состоять из 3 основных тренировок. В понедельник, в среду и в пятницу. И 2 дополнительные во вторник и четверг. Для тех, кто хочет тренироваться более 3 раз в неделю. Каждая неделя будет сопровождаться видео с пояснениями и указаниями контрольных упражнений, которые вы можете снимать на видео и выкладывать в интернет с хэштегом TarahtiGan и текстом Look My Technique Tarahti. Буду стараться ответить каждому. Поехали! Упражнение номер 1. Гиперэкстензия. Каждый выбирает самостоятельно вес, с которым ему более комфортно выполнять это упражнение. Я рекомендую, чтобы этот вес был от 20 до 40 килограмм. И дополняем это боковыми вращениями. Два-три подхода и будет достаточно. Переходим к движению номер 2. Упражнение номер 2. Рывок классический. На прошлой неделе у нас был толчок классический, максимальный. Толчок восстанавливается немножко больше. После толчка восстанавливается немножко дольше и больше, чем после рывка. Поэтому на той неделе мы делали большой толчок, а на этой неделе мы будем делать большой рывок. И делать мы его будем прямо сейчас. Опа! А может и не будем. Хочу вас попросить сделать хорошую разминку, хорошо размяться, потому что мы все чаще и чаще начинаем работать с большими весами. И для того, чтобы не было неприятных моментов, травм, растяжений, уделяйте хорошее и достойное внимание разминке и также заминке. Упражнение номер 3. Толчок классический. Там написаны маленькие проценты, потому что я стараюсь все чаще соединять классические движения рывок и толчок вместе. Поэтому после большого рывка я считаю, что нужно сделать все-таки толчок, чтобы соединить эти два движения. Но мы его сделаем с маленьким... С чем маленьким? Весом. Итак, делаем толчок классический. То, что просматривается очень часто на видео, это то, что многие неправильно фиксируют штангу. То есть они не ждут тот период, около 1-2 секунды, когда штанга все-таки останавливается над головой. То есть не забывайте про фиксацию. Упражнение номер 4. Приседания со штангой на груди. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что подходов становится все меньше и меньше. Вес становится все меньше и меньше, а все это для того, чтобы просто слегка освежить ногу, не переутруждать ее и не перезагрузить. Особенно если до соревнования осталось у нас 10-14 дней. Я по-прежнему рекомендую выполнять это движение либо просто разминку к этому движению в лямках, для того, чтобы отработать все-таки правильное удержание штанги на груди.
и подрастянуть локти и плечи. Все, тренировка номер 1 сделана. Переходим к тренировке номер 2. Тренировка номер 2. И первое упражнение у нас рывок свиса. Хотел бы попросить вас в разминке делать остановку над коленом и под коленом, для того, чтобы прочувствовать полную стопу. Вес у нас небольшой, поэтому все могут себе позволить сделать остановки и проконтролировать правильность выполнения этого движения. Упражнение номер 2. Взятие на грудь. Выполняем его без лямок. Начинаем понемногу восстанавливаться и снова накатывать в толчковых упражнениях. Здесь, я думаю, вопросов быть не должно. Упражнение номер 3. Тяга толчковая. Напоминаю, что это движение мы делаем в лямках. 90%, 2 по 2. Больше делать не нужно. Вот мы и сделали тренировку номер 2. Не забудьте хорошо потянуться, растянуться, сделать хорошую заминку. А мы переходим к тренировке номер 3. The Warm Body Cold Mind Training Camp. You're welcome to visit Ukraine from August 25th to September 10th by Olympic gold medalist Alexei Chwarty. It's going to be 2 fantastic weeks at the Olympic Training Center in Concha, Zaspa, a perfect weightlifting room with 10 platforms. The main focus of the training program will be put on developing power, technical preparation, mobility and flexibility drills, mental and psychological preparation. See you at the Warm Body Cold Mind Training Camp. Тренировка номер 3 состоит у нас из 4 упражнений. Первое упражнение у нас гиперэкстензия. Мы его уже делали, я показывал на этой неделе, поэтому мы его пропускаем. Упражнение номер 2. Рывок с паха. Не знаю, кто его написал, но придется делать. Не особо люблю это упражнение, потому что очень часто набиваю себе район паха. Выпрямляемся, опускаем. Благодаря этому движению мы в первую очередь работаем на скорость и на скорость подставления под штангу. Поэтому после большого рывка, который был у нас в понедельник, это упражнение поможет нам понемногу восстановиться и привести наши скоростно-силовые показатели в норму. Упражнение номер 3. Толчок классический 80%. Возвращаемся на интенсивность. Хочу обратить ваше внимание на подсед. Когда выполняется подсед, это делается не за счет того, что колени уходят вперед, а за счет того, что таз отставляем назад и колени разводим в сторону. Потолкали, и теперь добьем наши ноги приседаниями. И 7-я неделя у нас готова. Переходим к упражнению номер 4. Приседания со штангой на плечах. Медленно опускаемся вниз и быстро встаем вверх. Вот и все. 7-я неделя у нас
отработано. Напоминаю, что контрольными упражнениями на этой неделе будет рывок, который у нас будет в понедельник, и рывок с паха, который у нас будет в пятницу на 3-й тренировке. Тренируемся вместе, тренируемся правильно. Пока, до следующей недели.